Так, продолжаем. Так, дизайн проекта мы поменяли. Теперь возвращаемся в нашу главную задачу, которая блокирует все. Тестов. О, хорошо. Порт второго Paperclip. Любой другой свободный. Задаем через порт. 3 уровня изоляции, разные порты. Хорошо. Они не пересекаются, разные директории данных. Хорошо. Это полностью отдельная папка с собственной BD, конфигом и хранилищем. Рабочие данные физически не затронуты. Разные процессы BD. Что не гарантирую. Смотри, знаешь, что тебе надо проверить? Проверить, как устанавливается новый Paperclip. То есть, да, сейчас они находятся в разных папках, но, возможно, там для установки необходимо запустить какую-то команду, и эта команда автоматически развернет Paperclip поверх существующего в ту же самую папку. То есть у меня есть такой страх, что это произойдет именно так. То есть вот как ты поборешь именно установку Paperclip чтобы он запустился м, не в стандартную папку, там, где сейчас установлен Paperclip. Да, то есть вот это одна из наших задач, чтобы у нас стало сразу два Paperclip. Первый, в котором мы тестируем, создаем код, управляем агентами, и второй, там, где мы ведем разработку, делаем изменения и тестируем эти изменения, что мы хотя бы ничего не сломали, а желательно допилили и внедрили новую фичу. Окей. Он здесь думает. Наверное, мы вот так вот разделим экран. Здесь мы будем контролировать, что он думает и что еще не все сделано. А здесь мы понанимаем новых людей. Да. Ну, или зайти внутрь, все-таки проверить по каждому, потому что это он бывает что-то недослышал, недопонял. Давайте почитаем. Ну вот уже, ну хотя может быть да. Проверил код установки. Вот точный ответ. Ваш текущий paperclip не будет затронут. Я почитал исходники код команды paperclip onboard, CLI crc command onboard ts. Там есть явная защита if existing config, existing paperclip install detected, keeping the current configuration unchanged. Use paperclip configuration if you want to change settings. Ну, то есть настройки не перезаписываются, это не значит, что все остальные файлы просто не перезапишутся поверх. Один реальный риск, порт PostgreSQL, оба экземпляра по умолчанию пытаются запустить embedded PostgreSQL на одном и том же порту. Это вызовет конфликт. Решение при настройке второго экземпляра выбрать Advanced Setup и указать другой порт для PostgreSQL, например, такой-то. Пошаговая базовая установка. Запустить настройку нового изолированного экземпляра. Paperclip Instance ID Dev. Порт Onboard. В мастере установки выбрать Advanced Setup. Раздел Database Embedded PostgreSQL. Или через Dev сервер из исходников.
Я не получил ответ на мой главный вопрос. Мы запустим онбординг, куда будут установлены все файлы этого рабочего проекта. Так, пока сместим сюда, будем смотреть, когда он будет готов. Тут я так понимаю, что мы особо ничего не можем редактировать, то есть вот технический запрос, инструменты, которые он вызывает, и мы просто можем нанять и все. А дальше уже внутри смотреть, что там и как. Specialist file structure. Ну, фактически я не знаю, как проверять это все, поэтому если я не знаю, как проверять, придется просто принимать и все. Так, вот. Он нашел что-то и отвечает. Что-то много, я не понимаю. Точно куда-то пойдут файлы paperclip, instance ID key. Я проверил код, resolve config pass и всю цепочку путей. Вот полный список. Все файлы второго экземпляра только в paperclip instance dev. Вот именно, я же говорю, что перезапишется в ту же папку, где бы инсталлятор не лежался. Что не затрагивается, paperclip instance не тронуто вообще, ваш рабочий paperclip и его данные остаются нетронутыми. Это исходный код приложения, онбординг его не трогает, он просто читает его и запускает сервер. Почему я уверен? В коде resolve config pass есть поиск по директориям, поднимается вверх от текущей папки в поисках paperclip config. Я проверил файла. Ваш рабочий paperclip физически изолирован в другой папке. Второй экземпляр создает себе полную новую папку и туда пишет. Что нужно, чтобы установить рабочий второй paperclip для теста вот в эту папку? Где мы там были? Здесь. Здесь, наверное, я просто не знаю, как это все проверять, поэтому я буду принимать. Здесь я ничего менять не могу, поэтому даже, ну, нет смысла что-то здесь менять. Тут пока он думает, там мы будем смотреть. Так, агенты у нас все запущены, и теперь надо вот понять, как мы вообще будем разворачивать второй paperclip, чтобы он нам просто жестко не зарезал первый paperclip. Установка paperclip тест. Для этого нужна одна переменная paperclip home. Она полностью переопределяет корневую папку. Команда установки git, в git bash PowerShell paperclip home paperclip on, в мастере установки выбрать Advanced Setup и поставить порт PostgreSQL вместо куда пойдут все файлы в тест. Запуск после установки. Почему это безопасно?
Ну, надеюсь, да. Надеюсь, да. Надеюсь, уже вот это какая-то рабочая версия, потому что мы действительно устанавливаем в какую-то другую среду. Давайте попробуем сделать. Общаемся. Вот мнение. Что думаешь? Подход разумный и технически корректный. Изоляция через переменное окружение — стандартная практика для многоэкземплярных установок, а несколько наблюдений. Плюсы — полная изоляция файловой системы, данные не пересекутся, разные порты versus стандартный, нет конфликтов сети, PostgreSQL на другом правильно разделено. А что стоит проверить перед запуском? Не конфликтуют ли фоновые сервисы? А если Paperclip запускает системный демон, он может перезаписать регистрацию первого экземпляра. Значит, где у нас, как там этот Windows R, Paperclip BAT, правой кнопкой, открыть в Notepad. Сейчас запускаю Paperclip через вот это. Если использовать общий Page Data Cluster, нет ли пересечения по PG HBA Conf? Ключи шифрования у каждого экземпляра будет свой master key. Убедись, чтобы капы обоих сохранены. Практический совет перед onboard: проверь, что папка Paperclip Test не существует или пустая, чтобы мастер не подхватил частично существующую конфигурацию. Отсутствует. В батник не задана переменная Paperclip Home, поэтому он берет дефолтную папку. Исправь так. Ну, то есть получается, тогда у нас будет второй. Это у нас будет, получается, сервак тест. И в этом тесте мы тогда запишем новую переменную. Будем надеяться, что все сработает. Где мы были? Ага, там даже больше всего надо прописывать. Я не уверен, что тут эти энтеры нужны и что все не сломается, я не помню. Поэтому на всякий случай их удалил. Все равно, да, ну, как бы нет гарантии, что все сработает и не сломается, но пытаюсь меньше ошибок. Без set paperclip home всегда будет запускаться из стандартной папки. Ок. Что про... Что за PG Data Cluster? Я не понимаю, я не знаю. Paperclip поднимает свой встроенный PostgreSQL в папке Instance Default BD. Это не системный Postgres, а Embedded Cluster, поэтому... ну мы как раз сменили место, пересечений нет.
Ну что, тогда, если ты считаешь, что это безопасно, попробуем тогда установить второй paperclip. И смотри, основной paperclip, который я сейчас хочу, чтобы он работал и поднимался, он находится вот здесь вот. То есть получится ли у нас, я меняю кодовую базу здесь и хочу видеть и тестировать это все на вот этом вот тестовом серваке. Получится ли то, что я хочу у нас с тобой? Даем ему больше чуть-чуть контекста. Хорошая идея, но ключевой вопрос, как понимаю, ты сейчас запускаешь через npx paperclip установленный пакет или из локального исходника. Да, посмотри на структуру проекта. Отлично, это монорепо с исходниками. Схема работает. Вот что нужно сделать. Да, получится. Вместо npx paperclip run AI run запускаешь из исходников. Окей. Окей. Это запустит через окей, который использует локальный исходник, а не установлен N. То есть он говорит, что мы просто вот берем, запускаем этот батник, и у нас поднимается paperclip, и по новому порту мы его сразу увидим локально. Quick Start. Ага, вот он, Advanced Setup. Так, и здесь мы будем использовать скриншот в текст. Как выбрать свой порт? Так, embedded. Так, embedded, enter, хорошо. Или просто сюда нажмем табуляцию. И вот так вот выделим просто мышкой. И это будет, да, это что же текст, так что нам не надо использовать в текст, это уже текст, мы его можем прямо оттуда. Отлично, путь правильный, нажми Enter, это дефолтное значение, менять не нужно, хорошо. Но, мгм. И тут порт. Измени на 30 вручную. Был у нас какой? 29, а здесь 30. То есть мы просто следующий. Enable Automatic Database Backup. Yes. Выбирай Yes, потом не пожалеешь. Окей. Backup Directory. Ну да, давайте. Backup интервал 60 минут. Да пусть делает каждые 20 минут. Что там? Backup Retain Days.
Вот это я не понимаю. Оставь 30, разумное значение, нажми Enter. Что такое backup retains days? Хочу перевод. Срок хранения резервной копии. Ага, окей, хорошо. 30 configure LLM provider now. Now. Logged mode, file-based logged, cloud login, file-based. Log directory. Так, ну тут все типа тест. То есть наша подпапка для теста. Trusted local. Private network, tailed, custom, trusted local. Сервер порт. Так. Тут надо уже спросить. Ну, типа, меняем на единичку, чтобы не на том же крутился. Storage provider, local, S3 compatible, local storage base directory, all check passed, starting, запускается, барабанная дробь. Ну, давайте самое важное. То есть мы заходим сюда, в наш paperclip, который уже работал, нажимаем обновить, он живой, не упал. Это уже очень хорошо. Теперь мы берем и пытаемся открыть на новом порте. И смотрим, у нас все работает. Ура! Получилось! Мы сможем теперь вот здесь вот отслеживать. Кстати, здесь мы, наверное, не сможем отслеживать. Кстати, наверное, уже на процессе онбординга уже здесь должны быть выбор языка. Давайте план наш поменяем. Так, issues. Это у нас какой? 6-й, нам нужен 5-й. Где там 5-й? 5-й. Мы его остановили как раз, потому что это важно. А то он начнет делать и что-то не то. Вот мы сейчас определили. Так. Добавить элемент выбора языка в онбординг. В онбординг. Как он там называется? Там, где выводятся тексты. Так, тут отобьем Enter, и я надеюсь, что если мы вот так вот все выделим, Ctrl и вправо, нет, вложенные списки здесь не совсем работают, и убирание вот этих тоже не получается. Получается, надо тогда вручную как-то. И мы вот это сейчас накопируем.
Так, хорошо. Вот это уже так, получше. Теперь у нас есть уже новый... Мы подняли новый сервак, и у нас порт изменился. Теперь мы уже можем указать, где это локально находится BD в... Так, где же у нас находится? Где мы тут прописывали? Вот возьмем отсюда. Вот, да, так что, ну, быстрое создание задач — это классно, но важно понимать, ну, хотя бы логически, базово понимать, что происходит. Очень полезно для разработки. Так, наверное, да. А что, он уже сам изменил? Изменил задание, уточнил его. Так, хорошо. Это важная задача, она уже пошла в исполнение. А эта задача, мы ее отмечаем. Спасибо. Все сработало. Развернуто здесь. Ну и материнскую нашу скопируем. Работает. Оттестировано пользователем. Отчитайся наверх. Задача выполнена. Так, это была у нас задача 6. Эта задача у нас 5. Очень забавно, как произошло. Я думал, что задача будет заблокирована, потому что задача назначена CTO. CTO задал мне вопрос, куда а, размещать все, ну и как назвать папки. Ну, я объяснил, обосновал. Гендир включается в дискуссию и разблокировал задачу, и она пошла в работу. Ну, на самом деле, круто. Да, то есть где-то у меня было слишком много контроля, то есть я бы вот это вот прочел, но я бы согласился с этим результатом, а так Гендир у нас сам согласился с этим всем и дал а, правильные установки, и все уже пошло выполняться. Хорошо. Давайте глянем, что у нас вообще выполняется или не выполняется. Пока что ничего не выполняется. Мы находимся где? Давайте мы... Мы... Нет, мы не в мастере.
Ну или он тянется с мастера вообще. Давайте обновимся. Не может апдейтиться. Так, а тут, по-моему, уже не все. Не все up to date. И уже опять что-то разрабы там. Я не понимаю. Можем ли мы работать в локальном мастере? Давайте мы будем работать в локальном мастере. Checkout. И просто уже из мастера зальемся сюда, а когда нас пустят, то будем уже там ветки какие-то плодить. То есть у нас есть один pull request, который фактически мы никак не реализовали. Давайте глянем, что у нас в мастере. Мы сейчас на него переключились. Есть ли у нас какие-то изменения, которые мы сделали? Мы сделали много изменений. Окей, здесь мы можем обновляться. All files up to date, то есть мы переключились просто на локальный мастер. И я так понимаю, что этот локальный мастер должен тянуть мастер отсюда. Здесь мастер обновлялся последний раз. Это не 19, а 17 числа, то есть не каждый день. Сегодня обновления не было, то есть это обновление было там несколько дней назад. А сегодня у нас 19, это 17 число. Хорошо. То есть не настолько динамично все происходит. Хорошо. Просто интересно посмотреть, что... Так, ну давайте просто глянем хотя бы одну правочку, чтобы понимать, что происходит. Expert function my issues. Use translation issues. My title. Так, я хочу, чтобы нам пояснил. Он 10 слов о коде. Как добавляет hook, use translation и переменную t для интернационализации. Окей. Ну, то есть все вроде бы ок. Я не понимаю, почему my title здесь, в то время как здесь my issue. Тут же, наверное, будет много всего. T issue, T empty my select company. Ну окей, мы оттестируем, посмотрим и глянем. Постараемся управлять магией, не залезая в глубокий анализ кода, и посмотрим, получится ли у нас. Так, найти, где сейчас установлен Paperclip, закрыто. Хорошо.
Смотрим остальные. 7. Нанять всех нужных агентов. Нанять техническую команду проекта. Выполнено. 10. Выполнить план заказчика по русской локализации проекта. Выполнить план заказчика по русской локализации проекта. То есть он где-то подтянул из целей где-то... Ага, тут cancelled, отмененная. И здесь что происходит? Рутина. Это перезапускающийся процесс, который я ему поручил. Активно выполняет живой ран запущен. 5. задача. И здесь что-то происходит. Как задача реализация внедрения русского языка в Paperclip. Хорошо, и он что-то делает. Мне кажется, что техдир, то есть гендир поручил техдиру, и техдир это все делает. Ну, я думал, кстати, техдир поручит это все бэкэнд разработчику, но техдир закатал рукава и начал все это делать самостоятельно. Как мы отслеживаем изменения? Вот как мы отслеживаем изменения. Их уже 23 файла. Меня смущает название одно, там хочу проверить, насколько это действительно мы правильно делаем. Смущает title. Правильное ли тут это название? Оно одинаковое во всех файлах. Хороший вопрос. Title — это ключ перевода, и да, это потенциальная проблема. Если во всех файлах используется один и тот же ключ, title — это плохо, потому что все страницы будут брать одно и то же значение из словаря переводов. Хорошо, либо namespace, approvals, title, issue title, goal title, либо каждый файл подключает свой namespace, константа. Так, тут вроде бы нормально. Access title. Invite title. Costs.
Сейчас мы сгрузим сюда какой-то текст. Есть ли проблема? Код уже переведен на i18n правильно. Оба файла используют use translation с разными namespace. Поэтому t-title в каждом файле читает из своего словаря, конфликта нет. Но есть одна реальная проблема. Cost tsx, несколько мест, где строки все еще захардкожены и не переведены. Захардкожено. Usage. Ага, спасибо. Хорошо. То есть мои подозрения... Ох уж эти ишки, которые читают полностью свою память и контекст, что я спрашиваю. Так, реализация завершена, все страницы переведены, language selector добавлен в onboarding. Так, давайте смотреть. Давайте остановим сервак и запустим его заново. Так, тестируем. Сейчас он должен упасть. Слишком быстро поднялся сервак. Сейчас он должен упасть. Какой я обвалил? Вот, он упал с опозданием. Окей, хорошо, значит, это мы действительно управляем этим сервером. Мы его обвалили. Сейчас вручную запускаем. И где здесь есть кнопочка выбора языка? Я не вижу. Реализация завершена, все страницы переведены, language, селектор добавлен в onboarding и settings без перезапуска. Language в onboarding. QA в браузере. Оттестировал. Так, есть ли у нас такой агент? QA браузер, да. Вот. Ему что-то назначалось? Ну, нет. 0 задач. Просто меня... Ну, прикольненько, то есть все выполнилось по-легкому в автономе. Он сделал достаточно много правок. Правильно все это сделал. Мы брали только UI-ку, то есть хотя бы базово перевести на русский язык, чтобы вам и мне было тоже комфортно работать в Paperclip. Хотя бы UI-ку, CLI мы не трогали, Command Line интерфейс. И глянем эту задачу, что он там. Так, inboxes. Вроде бы мы все разгребли, но показано 6. Что 6? Что 6? Что имеется в виду 6? 6 непрочитанных? Что я не прочитал? Вот какие-то галочки. Может быть, это надо их как-то прочесть. Галочка не исчезает. То есть я не вижу... Заархивированных, не заархивированных я не вижу. Я не понимаю, почему здесь 6. Дэшборд. Задача номер 5.
Нет, браузерного еще не делал, запускаю сейчас. Ну, если это сработает, то это уже классно будет. Что мне не надо там вручную заходить сюда и отсюда это все делать. Если он сможет подняться и сработать, будет очень, очень классненько. Да, еще логирование. Хотелось бы, конечно, чтобы был правильный специалист по логированию. А мне нужен отдельный специалист по логированию, чтобы а, те задачи, которые... Ну, ладно, для этого проекта, наверное, нет. Это не мой проект. Здесь мы как это в чужом монастыре свои правила не пытаемся выстроить, потому что если я добавлю какое-то логирование, то ребята, создатели сойдут с ума, поэтому злить их не будем и будем встраиваться в текущую инфраструктуру, которую они подняли, и ту логику, которую они хотят поддерживать. Но да, это я уже просто думаю, вот, если мы создали хорошую команду разработчиков, если все работает, если все сработает здесь, если так, то надо будет сохранить эту компанию и эти сущности, и потом использовать для разработки. Ну, то есть у меня уже такие мысли полетели туда, в ту степь. Я не знаю, как он работает. Если я запущу десктопные клауды, он может оттестировать, но у него нету связки с Paperclip. Поэтому тут важно, чтобы гендир поручил техдиру, техдир поручил QA браузерному, чтобы браузерный оттестировал, чтобы он вернул какую-то обратную связь техдиру, чтобы техдир что-нибудь сделал, допустим, бэкэнду назначил разработку. Что-то такое. После тех коммитов у меня паника, что мы работаем не в финальной версии файлов. Я постоянно пытаюсь обновить кодовую базу. Ну, 24 файлика мы что-то сделали. Получается, здесь нам сказали, что не все... А, а, он там уже использовал. Он там уже нам написал, где еще захардкожено. Так, а какие файлы мы ему сбрасывали? Не прочесть, потому что здесь портятся имена. Что не... Что осталось за hard
захардкоженным. Куча всего и много чего еще осталось захардкоженным. Поручи бэкэнд разработчику проверить файлы, которые уже в проекте есть, весь UI переведен или еще остались моменты из UI интерфейса, которые захардкожены. Мы здесь можем сразу несколько issues создавать, поэтому почему бы нет. Assign, пусть это будет у нас техдир. Priority, medium. Create issue, и она сразу полетит в исполнение, я так понимаю. Так, почему-то эта задача на техдире, то есть он не поручил QA браузеру проверять. Давайте почитаем, что там. Адрес правильный, да, то есть он заходит именно в наше тестовое окружение, там, где мы все кодим и меняем, так что это нормально, это классненько, это хорошо. Обновим просто, глянем. Никаких иконок про смену языка не появилось. Excellent. Test 1, 4 passed perfectly. Test 5, setting couldn't test because that page requires authentication. Let me verify the settings. Ну так ты в онбординге посмотри. А мы сюда сможем зайти? Просто интересно. Да, мы сюда зашли. Мы зашли в Settings. И мы здесь увидели... Мы здесь не увидели переключалку по языку. Обманывает. Так, техдир поручил бэкэндеру разработку, проверку всех захардкоженных.
Ам, Я понимаю, что, с одной стороны, ты, скорее всего, меня не будешь обманывать, а с другой стороны, я открываю интерфейс по адресу, который ты мне дал, и я там в settings нигде не вижу никаких абсолютно новых ячеек, которые говорили бы о том, что есть возможность переключать язык. А если ты уверен, что они есть, добавь к этому выбору языка четкий ID и дай мне CSS-селектор, по которому я найду это на странице. А задачи ты можешь поручать бэкэндеру, ты технический директор, поэтому ты сам контролируешь только подчиненных. А QA-браузерный агент, если он проверит не через headless режим, а через фактический браузер, через Playwright, то это будет хорошая обратная связь. Пусть QA проверит не через headless, а через фактический Playwright и даст тебе обратную связь. Если что-то не так, то, ну, ам, соответственно, м, надо будет дать задание по исправлению соответствующему человеку, ну, агенту. Вот такое вот у нас описание. Я не согласен, что он выполнил задачу. Ну вот она in review, но на самом деле нет. И еще одну задачу QA TypeScript. У нас issue, проверка чистоты кода. Мы находимся в чужом проекте, поэтому если мы увидим какие-то ошибки проекта, которые не связаны с нашими изменениями, то мы их игнорируем. И мы а, смотрим только те изменения, которые принадлежат нам. И мы отслеживаем, правильно ли по всем стандартам написан код, структура файлов и все остальное. Поручи соответствующему специалисту в твоей команде разобраться с этим и отчитаться тебе. Assign, техдир, priority, ну, medium, да, то есть нельзя сказать, что срочное, но пусть сразу уже выполняет. Так, backend, что-то у нас трудится. Он некрасиво назван. Нет, это не он некрасиво назван. И здесь название хорошее. А где там какие-то вопросики вылезли? Где были вопросики? Ам, Задача не читаем на русском языке, только вопросы в тексте. Ну, глобально мне нравится инструмент, что я могу сказать.
Ошибка кодировки. О, вот это у нас уже открылся, получается. А у него есть этот язык. Получается, нам надо убить проект сервак и перезагрузить его. То есть, о, и у нас подтянулся. Я что, его не увидел? Ура! Многое переведено. А здесь в онбординг. Ну, он сам выполняет эти задачи, как я понимаю. То есть он на QA браузерного передавал задачу или нет? 0 задач. Все сам пожадничал, повыполнял. Так, где это у нас было? Аудит все ли UI-строки. Поручить разработку, проверить файлы, проверить частоты кода, реализация, внедрение русского языка. Все сам в основном работает. Хотя я попросил раздать эту задачу на браузерного агента, но он воспринял, что он и есть браузерный агент, и взял сам проверил. Ну, то есть что-то у нас уже появилось. А, Локализация сделана не на все тексты, но это уже что-то. Это уже на самом деле что-то. Где оно у нас применяется? То есть, если мы зайдем сейчас сюда, будет ли у нас... Нет, у нас здесь все нормально, то есть на этом серваке нет. Это специфический хост, на котором они это все тренировались. Я хочу, чтобы на онбординге все это было, потому что если я уйду из онбординга, я не помню, как сюда возвращаться, поэтому я вначале хочу увидеть это все здесь. Все эти правки. Вот так вот возвращаться. И здесь есть русский, английский. Русский, английский. Хорошо. Получается, я тогда сервак. Я так понимаю, что это сервак именно тестовый, наш второй Paperclip тест. Я его перезапускаю и обновляю. А здесь я ничего не вижу. Тест, тест, next, next, back, хайку, потому что он кучу токенов сожрет во время первого запуска, чтобы понять, кто он. Не делай ничего.
ты хайку и не делай ничего. Вот это наш сервак. Если зайти в Settings, то мы здесь не видим получается у нас откуда-то не оттуда тянется это все. То есть в разработке это все делается. Все работает. А на Да, и здесь есть переход на языки. Так, тестовый сервер запущен. После onboard нужно отдельно запустить paperclip тест запущен. Slack MCP правильный. В тестовой инсталляции компания создается заново. Slack может быть другим. Попробуй зайти сначала и посмотреть, какой Slack назначился. Работает или нет, что видишь на экране? Работает. Нет, ты не понял. Как же это объяснить? Основной, тестовый, когда paperclip работает, он тестирует все на почему создает и тестирует все на где ошибка, почему все не на... Вот такой вот сложный вопрос. У нас получается 3 сервака вообще работает или как? Как ты запускаешь тестовый экземпляр через npm dev? Dev поднимает white UI на порту frontend, в backend на localhost USA. Это и есть твой тестовый экземпляр. Просто через dev proxy USA Slack создается. Покажи, как именно запускаешь. Проверь, откуда тянется вот этот.
Потому что вроде бы изменения действительно есть. Они выполнены, просто я не понимаю, на каком серваке. То есть это какой-то другой сервак. Причем на этом серваке есть еще и а, эти проекты, где мы всем управляем. Это действующая штука. И здесь мы в сеттингах можем все поменять. Уф. Имея доступ к базе данных вот этого сервака. Давайте посмотрим здесь. У нас на этом серваке видны ли изменения. Язык. Но языка здесь нету. На этом выбора языков нет. Но и на 31.01 тоже выбор языков не появился. Ну и хочется чтобы все действительно работало, все как из коробки. То есть сейчас, как мне кажется, действительно все работает будто бы как бы из коробки. То есть по стандартному пути оно там, где находится, оно все применяется. Просто я не понимаю логику, почему это так происходит. В моем представлении так происходить не должно. Но чтобы не сломать разработку, хочется как бы, чтобы все работало непосредственно у пользователя, и у пользователей будет все установлено в стандартную папку, куда эти изменения применились или нет, не применились. Нет, не применились. В общем, я не понимаю, как оно сейчас отрабатывает и почему именно так отрабатывает, что на каком-то порте 52.2.0 все отрабатывает, а на остальных портах оно не отрабатывает. Вот, наверное, это мой главный вопрос. Разрешить поиск, да, поиск разрешаю, и вот еще контекст. Подумаю над этим. Мы пока посмотрим, что там насчет дэшборд. Так, тут задача какая-то непонятная. Мне показывает такую вот задачу в дэшборде. Исправь на читаемую. Так, у нас есть inbox. Это мы уже все посмотрели. Здесь проверка чистоты, выполнить план заказчика выполнено. 50 файлов, столько-то строк, селекторов для клиента, это ветка, push. Давайте вообще на структуру файлов глянем, что он там сделал. UI,
src. Тут же у нас должно было быть вроде бы два языка. Или где? А, вот, да, окей. А мне непонятно, почему они белые, то есть как будто бы это уже залито куда-то. Я не вижу ни одного файла, который не закомиченный, то есть он пытался куда-то заливать, а в то время как я его просил, чтобы он это не делал. А что у нас сейчас происходит с коммит-пушем? Что-то мы пушили куда-то. Ну, то есть у нас было достаточно много файлов, которые мы создали. Они были видны здесь в структуре, там порядка 40 файлов. Сейчас их здесь нету. То есть он их закоммитил, запушил, создал какое-то сообщение, да, или что? Я очень недоволен, то есть он сделал коммит в то время, как я ему четко запрещал делать коммиты. Кто-то сделал коммит, проверь кто, и поставь жесткие запреты на коммиты файлов. Так, это где мы находимся? В основном paperclip. Назначим гендиру, чтобы он раздал люлей. Я не делал этот пуш, я не хотел делать этот пуш. Верни все правки назад в режиме правок, и я должен быть просто на мастере, и все эти правки, они просто должны висеть в воздухе, не закомиченные, не запушенные и без сообщения. Убери это к чертям, роллбэкни или как там надо сделать. Да, теперь разгребаем за яишкой. Очень недоволен. Я не заапрувил, я не оттестировал, я не проверил качество. Мы, блин, уже отчитались, что мы где-то что-то сделали. Окей. Давайте почитаем, что здесь. Здесь он еще определяет, что как взаимодействует. Запросил дополнительное у нас разрешение. Мы ему выдали.
Да, да, верни все назад. Верни взад, как было. Yes. Стереть к чертям. О, ну давайте посмотрим. 24 файла. Вроде бы было больше как-то. Он писал 55 файлов. Давайте проверим. Мы висим просто в мастере. А сейчас можем ли мы заапдейтиться? Да, мы можем заапдейтиться. All files are up to date. Хорошо. А здесь, где мы тестируем, здесь не все надписи были переведены. Ну, то есть, да, частично переведены, частично нет. Так, что у нас issues? Задача нечитаема. Так, проверил чистоту, нет бесполезного кода, отсутствие документации. Так, что нас интересует? Нас интересует впереди все UI-строки, задача. Так, ну я попытаюсь сейчас вот общаться с гендиром. Гендир должен дать задание какое-то техдиру, техдир должен дать задание бэкэнд директору. То есть здесь у нас был отчет о том, что задача выполнена, но задача выполнена, найдено, что задача не выполнена. То есть он нашел, что задача не выполнена, и отчитался о выполнении задачи, что он нашел ее. Текст задачи поправили. Ну вот да, если есть оставшиеся строки, создать продолжение работы в задаче. Вот это правильно. Ну, глобально меня очень радует. То есть у меня уже мозг не взрывается. Действительно, как я вот понял, разработчика Paperclip, он говорит,
У меня было по 10, по 20, по 30 терминалов запущено с клауд-кодом, и говорит, я уже не помнил, кому я что поручал, где что выполняется и как это проконтролировать. А вот эта обертка, в принципе, она очень хорошо структурирует. То есть если вы уже столкнулись с таким хаосом разработки, когда там параллельно 4 задачи выполняются и непонятно где что, то это вам прям очень понравится, я думаю. Ну, я, наверное, сейчас рутину создам. Проверять текст задач. Текст задач часто содержит нечитаемые символы. Проверяй, исправляй или делай комменты тому, кто может исправить, чтобы было все читаемым и на русском языке. Пример плохого задания ищу. Так, кому мы назначаем? Окей, директор пусть это будет делать. Создать рутину. Триггер, триггер, триггер. Каждый час. Еще каждый час, то есть пусть это будет 10 минут. Сохранить триггер дополнительный. 20 минут. Save триггер. Добавить 30 минут. Save триггер. 40 минут. Save триггер. И 50 минут. Save триггер. И получается каждые 10 минут так у нас запускается он. Мы смотрим на эту задачу и прямо сейчас запустим. Ну и посмотрим, что-то у нас поменяется здесь или нет. Пока пойдем в наш проект. 24 файла по-прежнему. Unversioned. Это полностью заново созданные файлы. Получается, мы давайте пройдем сюда и глянем, что вот эту папку мы полностью создаем с нуля, поэтому мы все, что здесь, мы добавим, оно зелененькое в отслеживание. Зеленое полностью добавленное, синее измененное. Это, получается, не актуально, но мы это и не коммитим.
Да, тогда получается 55 файлов, действительно, как там и было написано в отчете. Так, что у нас здесь задачи? У нас по-прежнему здесь все не исправлено. А QA-директор что-то делает. Гендиректор. Давайте посмотрим дашборд, все задачи. А, так, гендиректор, выполнение задачи заказчика по... Ага, это автозапуск, наверное. Техдиректор. Поручено то, что непонятно что. Ну, мы можем понять, что это поручено изменение локализации, то есть доделать до конца. Но я надеюсь, что эта задача, она будет... сколько сейчас у нас задач некорректных? Раз, два, три. Три задачи. Да, ну, то есть тут ничего не понятно, что написано. Получается, что было? Обнаружено нечитаемое содержание. Это содержание нашел QA-директор и написал: обнаружена проблема, заголовок описания этой задачи содержит нечитаемые символы, вопросительные знаки вместо кириллического текста. Пример заголовок хранится. Причина, вероятно, проблема с кодировкой при создании задачи UTF-8. Текст был сохранен как Latin 1. Требуемое действие. Гендир, пожалуйста, перезапишите заголовок и описание этой задачи и правильно в кириллическом тексте. Задача недоступна для понимания без исправления. Проверено. QA-директор в рамках задачи 22. Тегнут гендир. Где он тут тегнут? Как его тегнули? Ага, вот. Тегнут гендир. И он запустился. И он думает над этой задачей. То есть вместо того, чтобы нам заходить и вот менять там три вот эти вот штуки, то вот у нас уже техдир. Так, а что техдир упал в проблему? У нас лимиты, может быть, закончились. Да, мы а, а, ударились в лимиты. Так, ну что? Что мы можем сказать? Мы можем попробовать переключить QA-директора на другую модель. А когда у нас там обновляется? Через 2 часа. В принципе, могу что-нибудь другое 2 часа поделать. Лимиты у нас обновятся. И мы продолжим. Мы продолжим работать. Либо попробовать назначить QA-директором другого агента. Не хочу сейчас разбираться с подключением ZAI, почему он работает, почему не работает.
А мне сейчас проще там какие-то другие задачи поделать, да, просто покушать. Вот. И тогда уже продолжим, когда лимиты возобновятся на ближайшие там 4 часа. Ну, бодренько, да, мы порасходовали лимиты на максималках. А какие вообще есть биллинг? Так. То есть у меня максимальная, да, макс? Team and Enterprise. Получается, я на максимальном плане сижу для обычных мирных жителей. Окей, с этим ничего сделать не можем. Хорошо, тогда маленькая пауза. А пока что я доволен, как мы продвигаемся. Это прикольненько, это хорошо. Это расходует лимиты, но при этом экономит наши силы, что мне очень нравится. И это потенциально очень классненько. Хорошо, все. Всем благ. И для вас небольшая пауза в виде секунды, а для меня пауза чуть-чуть больше.